Друзья, всем приветики! Я очень рада видеть вас здесь, на этом канале, посвященном вязанию, шитью и всякому прочему творчеству. Сегодня я вот так необычно вещаю вам из балкона, а не своего привычного места, потому что уже вечер, солнце ушло, нигде там света вообще нет, а выпуск нужно срочно доделать, потому что я домонтировала вторую часть влога. У меня сейчас были супер экспресс-сборы. Я просто за 5 минут накрасилась, помыла голову. Некогда было сушить, и я просто гелем ее замазала. Получилось вот так вот. Стильненько даже. В этом выпуске будет продолжение мастер-класса на топ из бабушкиных квадратов. Ну, там буквально чуть-чуть осталось. И очень большой кусок этого влога будет посвящен шитью платья. Это просто настоящий швейный СМР будет. Я очень подробно все рассказываю, практически мастер-класс швейный. Не знаю, такие бывают вообще или нет. Если вас заинтересовал именно топ из бабушкиных квадратов, то у меня в первой части этого влога есть подробный мастер-класс. Ссылочку я обязательно оставлю в описании к этому видео. Этот выпуск снова получился очень длинным, больше часа. Мне очень нравится эта тенденция. Так что берите свое вязание, чай, кофе, кто что любит, и приглашаю провести это время со мной. Поехали! В общем, новый день уже давно в разгаре, а я все еще не вытянула новый номерок с новым проектом, который сегодня, по идее, мне нужно вязать, хотя время уже 3 часа дня. Ладно, я поздний жаворонок этим летом, так что поздно встаю, поздно и ложусь поздно, и встаю поздно, да, логично. Так, значит, я топ под номером 10 проект еще сегодня не закончила, хотя почти там осталось прям чуть-чуть. Поэтому я его сворачиваю и обратно кладу сюда же, чтобы была вероятность вытянуть его снова. Итак, сегодня у нас 3 августа, третий день моей игры. И мы сегодня будем вязать да ладно. Это вот я, честно, я никак не мухлюю. Так, третий. Ну, собственно, этот проект мы взяли в первый день игры. Это топ из пряжи Мармара, концепт by Катя. Так что я в полном восторге. Я просто оторваться от него не могла. Поэтому я очень рада, что сегодня я буду продолжать его вязать. И сегодня у меня по планам нужно съездить в магазин за тканью, потому что у меня очень горит один заказик от Саши Пак. И, ну, не то чтобы он горит, мне Саша сказал, не торопись, как будет, так будет. Но мне так не терпится уже просто для Саши сшить это платье. Оно такое классное, я еще причем хочу его и вам показать. Поэтому сегодня я поеду в магазин за тканью. И завтра внепланово, вне всяких игр, я просто буду шить для Саши это платье и все вам подробно рассказывать, потому что я давно хочу именно подробнее как-то про свое шитье рассказывать, и я вот хочу именно с этим платьем поступить таким образом. Просто от раскроя до шитья, все нюансы, все свои шаги вам расскажу. Ну и плюс, я думаю, Саше будет интересно, может быть, это потом посмотреть. Ладно, а пока... Проектик номер 3. Вяжем. Значит, вот этот проектик, чуть-чуть недовязанный топик, мы пока что временно убираем на полочку с проектами. А берем вот эту красоту потрясающую. С удовольствием, с огромным буду сейчас продолжать. Также в этот день мне пришло уведомление, что пришла посылочка на почту, и я, конечно, прямиком отправилась туда. Вот это, конечно, посылочка. Огромное коробище. Предполагаю, что это моя подписчица, которая мне пряжу отправила. Интересно, посмотрим. А еще мне нужно было заехать в магазин за тканью. А этот магазин находится как раз в том же доме, где живет Егор. Поэтому, конечно же, я зашла к нему в гости и даже немножко повязала. Приехала домой и уселась смотреть «Игру престолов» и вязать, продолжать. И смотрите, какая вкуснота. Не могу просто не похвастаться. Не то, чтобы я часто так красивенько еду укладывала, но сейчас это вообще просто мое любимое. Я понимаю, что я все это снимаю уже по 10-му кругу, но вы посмотрите. Вы посмотрите только на это, да? Ты что взяла? Кто так лапушки складывает?
У кого вот так лапушки задние, а посередине хвостик за корючкой. Ну, это разве не самая милая кисонька на свете? Что за колбасонька такая? Это что за лапушки? Доброе утречко, друзья! Сегодня следующий день моей игры, 4 августа, воскресенье. И вчера, что я вчера вязала? Да, я вчера к Егору ездила за тканью и вязала свой топ из пряжи Мармара Concept by Катя. Немножко там продвинула, на самом деле просто я вечером еще чуть-чуть довязывала свой топ из бабушкиных квадратов кофейных, так немножко нарушаю свою игру. Ну вот так вот, нарушаю я правила. И сегодня я снова хочу это сделать, потому что сегодня я хочу весь день заниматься, как я и говорила, по-моему, вчера, шитьем платья для Саши Пак и подробно об этом рассказывать. Плюс я вчера на почте забрала посылочку огромную, и сейчас у нас что будет? Конечно же, распаковочка. Я со вчерашнего дня ждала, специально ничего не открывала. Вот она, большая, огромная коробень от моей подписчицы, подарок. Там должны быть разные хлопочки, какие я абсолютно не знаю, поэтому сейчас вместе с вами и посмотрим. Итак, вот такая у нас огромная коробень из Республики Бурятии. Такая еще угарная расцветка коробки. Так, где тут она открывается? Ух ты, я все по привычке, знаете, что коробки как-то так, либо посередине раскрываются, либо... А тут как будто бы прям заклеено. Ну ладно, все равно эта коробка мне никуда. Будем разрывать. Во, вижу. Вау. О, ничего себе, господи! Так, когда я вижу в посылке вот такое, я сразу думаю, так, вот это ответственная посылочка, значит. Я уже вижу, как это вкусняшечка. Шоколадочка. Так, она, правда, превратилась во что-то очень мягкое, но я положу в морозилку, она обратно засохнет. Шоколадочка, это как бы всегда пригодится. Я не то чтобы сильно сладкоежка, но и никогда не отказываю себе в сладостях. Как бы открыточка. Такие комплиментики тут милые. Спасибо большое, Света. Спасибо. Так, ну что, я, во-первых, вижу, что уже очень много. Мне Света, на самом деле, после какого-то моего выпуска, где я говорила свои любимые цвета и нелюбимые цвета, написала мне, что, блин, Даша, как же так? Я тебе отправила твой нелюбимый цвет. Так что, Свет, ты не переживай, это не то, чтобы цвета вообще, в принципе, я творец, художник внутри, я все цвета люблю. Нет тех, которых я прям, кошмар, ненавижу, вообще не буду с ними ничего работать. Потому что, во-первых, цвета можно сочетать таким невообразимым образом с другими цветами, что получится вообще непредсказуемо потрясающие вещи. Вот, поэтому не переживай. Все цвета мне пригодятся. Я что-нибудь с этим сотворю, что-нибудь сделаю. Во-первых, ярна джинс. Из такой ниточки я уже вязала, знаю, что тут. Походу, 3 моточка. Так, дальше сейчас посмотрим, что тут. Так, здесь более какая-то тоненький хлопочек. Лира называется. Такой я не видела, не встречала. 60 хлопок, 40 акрил. Да, и такая более тоненькая. Возможно, из нее прям что-то ажурненькое. Можно здорово будет вязать. И здесь тоже такой цвет. Как его назвать?
бирюзовый, такой бирюзовый цвет. А вот этот, кстати, цвет я побольше люблю. Это такой более мятный, как мята, да, называется такой цвет, или как еще? Как его назвать? Ну-ка, какой здесь номер? Угу. Так, я не знаю, показывать вам подробно цвета или нет. Давайте на всякий случай. Яднар джинс, цвет 55. Потом вот это пряжа Лира, цвет 14. Он прям вообще прям идентичный практически, чуть-чуть отличается совсем. А вот этот, как мята, не знаю, как еще назвать этот цвет. Цвет 9 номер, 3 моточка. Так, вот таких вот 5 моточков. Так, здесь что-то дальше. Ой, вот тут затесался, господи, какая прелесть! Затесался маленький подарочек, божечки мои, вы только посмотрите, какая это прелесть! Это носочек. О, господи, Свет, ты как это вообще? Это ты какими спицами? 0,001 миллиметр спицами такое вязать? Это как такое вообще возможно? Божечки, такая прелесть. Я просто еще ни разу в жизни не вязала носки. Для меня это как неизведанное. Кажется очень сложным. Я вообще не представляю, как вот эти носки 5 спицами что-то там как-то вязать. Я пока что не представляю. А как такую миниатюрность вообще можно было связать? Я не знаю, вот камера возьмет, нет? Так, я сейчас подойду даже, чтобы убедиться. Это что за милота такая? Господи! Вот это мой любимый цвет, да, как вы видите? Блин, вот этот носочек, это просто... Этот носочек просто сделал мой день сегодня. Я не могу перестать улыбаться. Это такая прелесть. Так, во-первых, я его повешу на ключи себе. Или куда-нибудь еще. Мне очень это нравится. Прелесть. Я не могу. Господи, Свет, ну ты вообще... Так, еще мишура. Мишура еще убираем. Так, о, тут что-то уже интересное. Так, еще довесочек вот этот Яднар джинс моточек, то есть их 4 всего вот здесь вместе. Так, здесь что-то уже ничего себе, какие... Как они называются? Кейки, да? Я не сильно еще тоже ни разу не заказывала. У меня обычно всю жизнь только моточки. Пока что ни кейков, ни бобинок у меня в жизни не было. Какой интересный. Вот это тоже оттенок очень красивенький. Такой васильково, голубо-васильковый немножко такой оттенок. Так, здесь сколько их, как много. На самом деле здорово, что эти все цвета, они вот такого голубо-изумрудного вот оттенка, что вместе их можно куда-то сочетать. Тут это же прям вообще вязать не перевязать. Вон какая красота. Интересно, а они такие разные? Это как бы, ну, самосмотанные? Или они прям такими продавались? Я просто вообще не разбираюсь. Или это, знаете, бывает вот эта машинка-моталка, да, на которую, по-моему, вот как раз так наматывается. Интересно, интересно. Потому что они разного размера, может, Света сматывала просто их, а этикеточки, ну, просто прицепила. Может быть, я не знаю, не разбираюсь в любом случае. В любом случае, это Газал джинс. Ага, такое я знаю. Такое я еще не вязала такое, но встречала, видела. Ой. Угу. 58 хлопок, 42 акрил. Это цвет вот 11.05. Газал джинс. Так. Здорово, что тут прям так основательно моточков, что можно не какие-то там узорчики, не знаю, сумочки вязать, а прям основательное плечевое можно вполне вязать. Так, еще один бирюзовый цвет. Да, это, наверное, все-таки моточки самосмотанные. Тут какая-то записулечка лежит. Ага, Яднар джинс.
А, все, это вот эти же моточки, просто, видимо, перемотаны вот в такие кейки. Кстати, я на самом деле хочу тоже себе приобрести эту моталку пряжи. Мне она на самом деле пока что ни разу не нужна была прям критично. Хотя, с другой стороны, я когда-то вязала из 4 ниток кардиган. Вот там бы эти 4 нитки, если сразу так хоп-хоп-хоп намотать в такой большой кейк, наверное, было бы даже еще удобнее вязать, чем тянуть из корзинки, в которой 4 разных моточка у меня лежало. Ну, в общем, приобрету. Как-нибудь приобрету, потому что, ну, а чё бы нет? Ну, как бы, иногда нужна. Так, здесь еще один маленький моточек Газал Baby Cotton. С Газал Baby Cotton я работала, он очень нежный, очень приятный. Здесь оттенок тоже голубой, цвет 34-23. Не знаю, что-то вообще, зачем я так в камеру тыкаю по привычке, как разные обзорщики. Не знаю, там видно, что это было или нет. В общем, вот такой вот оттеночек. Ну, кстати, очень близок вот с этим. Но это я буду с другим сочетать. Кстати, вот так. Очень красиво сочетается. И тут у нас на сладенькое остались Ализе Атлас. Ну, это же мохер, да? Ну, то есть, как бы, пушистый мохер, а где написано, что мохер? Шерсть и полиэстер. То есть, это какая-то шерстяная? Ничего не понимаю. Я просто этот артикул как-то не встречала. Во-первых, он в таком виде плоскеньком. То есть Ализе мохер, там кид мохер, они обычно в таких вот вытянутых. И этикеточка через весь моточек вот так идет. А здесь вот таким образом я не встречала. Что-то как-то мне не попадалось такое. Ализе Атлас. Я просто думала, что все, что пушистое, это мохер, как бы. Но тут нигде не написано, что это мохер. Просто 50, ну, как 49 шерсти, 51 полиэстер. Название больше нигде никакого не написано. Цвет 549. Тоже голубенький. Но это прям что-то можно теплое. Но она, конечно, колючая. Но из нее можно что-то именно верхнюю какую-то одежду пушистенькую, как добавочную, наверное, нить. Потому что как паутинку на голое тело такое, ну, колючее сильно. Так, и белый цвет, это цвет 62. Он даже не белый, а такой молочный. Я вот люблю, чтобы был кипельно-белый такой, знаете, истинно белый цвет. Я тоже не очень люблю. Больше нравится всегда, когда немножко молочный, чуть-чуть экрю или слоновая кость, что-то такое с оттенком. Так, и тут получается 2 моточка молочного и 3 моточка вот такого голубенького. Так, ну вот, ничего себе, конечно, вот эта посылочка, так посылочка. Свет, огромное спасибо, ты не переживай, я придумаю, куда эти цвета сочетать. Несмотря на то, что это, ну, не самые мои какие-то любимые цвета, но я очень-очень рада этой посылочке. Например, вот это вообще мне очень нравится. Из вот этого я уже хочу что-нибудь придумать. Я сейчас посмотрю, как это можно сочетать с теми ниточками, которые у меня уже есть, с теми цветами. Потому что вполне это можно интересно сделать. Так. Ну вот и все. Вот и все. Свет, еще раз отдельное спасибо за вот эту прелесть. Господи, я не могу. Это такая пусечность. Так, извините за мои писки, восторги детские. Но это такая милота. Вот такая вот посылочка. Все, сейчас я все это уберу. И буду как-то это утрамбовывать в свою корзинку, в свой шкафчик с пряжей. Еще немножко тут пошуршу, посмотрю, поколдую, с чем и как это можно сочетать из моих уже имеющихся цветов. Ну и все, а дальше уже начнем с вами заниматься платьем, которым я и хотела сегодня заниматься. Итак, перед раскроем... О, у меня лампочка перегорела. Видите, у меня в люстре и так они все разноцветные, потому что у меня просто начали перегорать лампочки. Я ставлю какие-то запасные, они других оттенков. Короче, кошмар.
нужно снова заново покупать все целиком лампочки, чтобы их все ставить. Так вот, перед раскроем любую ткань нужно декотировать. Не нужно стирать ее в стиральной машинке, все-таки ну, это жесткое сильно. Ткань потом уже не будет своего какого-то первозданного, так скажем, вида. Просто я аккуратно ее мочу в тазике, в воде, в которой потом в дальнейшем и нужно будет стирать изделие. Обычно это 30 градусов, такой чуть-чуть еле тепленькой водички. Не нужно ее там сильно жулькать или вообще с какими-то средствами. Просто намочили аккуратно ее, оставили на минут 20, чтобы она точно вся промокла, пропиталась. И дальше аккуратненько, немножечко отжимая, не нужно сильно скручивать, стягивать, это тоже может деформировать ткань. Аккуратненько вытащили и на горизонтальную плоскость положили сушиться. Это называется декотировка. Я эту тканюшку намочила вчера, сегодня она уже высохла, и сейчас нужно ее отгладить. Это тоже для того, чтобы ткань приобрела свою финальную уже какую-то форму. Некоторые ткани бывают чуть-чуть садятся от тепловой обработки, некоторые, наоборот, чуть-чуть растягиваются. Вот это все нужно учитывать. И сейчас пойдем с вами гладить эту тканюшку. Кстати, муслин и вообще вот такие какие-то сжатые ткани нужно гладить аккуратненько. Не нужно сильно прям расправлять, это все-таки хлопок сжатый. Аккуратно, с паром, немножечко еле-еле прикасаясь, не переусердствуя, чтобы вообще это все не выгладить в ноль. Хотя после стирки она все равно приобретет снова свою такую структуру сжатую, но как бы раскрой немножечко будет другим получается. Я думаю, не нужно говорить о том, что гладить нужно, естественно, с изнаночной стороны. То есть берете вот эту кромочную штуку, ну и примерно здесь вот так вот поглядываете и определяете, где изнаночная сторона. Ну, если этого совершенно незаметно, то как бы, ну и незаметно, где изнаночная, а где лицевая. Но, а если это сразу видно, особенно там, где принтованные ткани, то, ну, логично гладить с изнаночной стороны. Ну а дальше краим платья. У меня вот такое платье Оля с воланами будет. Здесь на лямках будут завязочки такие в бантик. И длина платья 88 сантиметров. Это значит воланы по 29 сантиметров, уже сразу с припусками. И 25 сантиметров высота вот этого топика. Пока что я никаких выкроек предоставить не могу, но мне моя подписчица подкинула на самом деле идею о том, что как-то оцифровать эти все выкройки. Я-то не против их продавать, как бы, чего бы нет. Просто никогда об этом не задумывалась. Так я буду рассказывать вам, как именно технологию пошила. И по выкройке уже своего размера вы бы могли, например, повторить какие-то мои платьицы. Что думаете на этот счет? Купили бы у меня выкройку? Так, по крою, что я могу сказать? Аккуратно складывайте ткань в 2 раза. Обязательно проверяйте, чтобы вот этот край был ровно параллелен, чтобы долевая, короче, не закосила. Так, у меня тут всякими пятнами уже выкройки, видавшие все в этой жизни. В общем, прикладываю выкройку, я кладу что-то такое вот тяжеленькое. Раньше у меня какие-то были камушки, ну, в общем, наконец-то взяла, просто купила шайбочки на Озоне металлические. Все, у меня все выкройки сразу с припусками, поэтому мне не нужно ничего там потом добавлять, что-то порисовать. Просто обвожу по контуру, соответственно, выкройки. Все, что тут еще скажешь? Лямочки я выкраиваю просто по полотну сразу. Выкройки ее, конечно же, нету. Просто отмеряю ту ширину, которую мне нужно для лямочек ширины. И просто вырезаю. Так как ткань хлопок, она не особо не тянется, можно хоть по долевой, хоть по поперечной раскраивать. Я вот выкроила по поперечной вдоль всей ширины полотна. Сейчас буду вырезать.
Вот и все. Раскроили платьице. Как шью, наверное, покажу уже в следующий день, потому что сейчас уже что-то вечер, у нас гроза, и я сейчас пойду в гости. Циренька. Цири спит. Доброе утро, друзья! Сегодня у меня понедельник, 5 августа, и вчера я успела только раскроить платье, и пошить я его вообще не успела. Так что сегодня я снова буду нарушать правила своей игры, не вытягивать новый номерок, и вообще, по-моему, этот выпуск плавно перешел с игры на обычный влог, потому что есть какие-то дела, которые, ну, не очень хорошо откладывать. Плюс я хочу сегодня как-то уже доделать мастер-класс того топика кофейного из бабушкиных квадратов, так что я его сейчас буду довязывать, снимать параллельно сразу, ну, как мастер-класс. И сегодня планирую дошить все-таки платье для Саши Пак и подробно о нем вам рассказывать. Так что предлагаю этот день снова провести со мной. И знаю, что из этого выйдет. Надеюсь, все пойдет по плану. Вот такая вот одинокая кучка раскроенного платья у меня лежит и ждет, пока я ее сошью. Кучку. Так, я сделала одну лямочку, приколола там на булявочках. Приколола на булавочках, чтобы посмотреть именно длину. Очень сразу я попала в нужный размер, в нужную длину. Ну, наверное, потому что у меня есть опыт шитья таких топиков. Я примерно знаю, какой длины должны быть лямочки, чтобы было удобно. Так что сейчас я буду вязать вторую и заодно сразу показывать вам мастер-класс, потому что я вязала вот таким вот образом. Это похоже на тунисское, ну, точнее, это, наверное, и есть тунисское вязание. Я просто когда-то давно вязала таким образом ручку для сумки. Она немножечко вот так скручивается в такой как будто рулик. И мне очень нравится, как он выглядит. Мне не хотелось сильно тоненькие лямочки, ну и сильно широкая плоская тоже будет сюда не совсем подходящее, потому что здесь такое практически ажурное вязание получилось. И вообще, пока что мне очень нравится. Все как по размеру прям село. И нигде ничего не давит прям так сильно, как мои предыдущие топы, которые еле как можно было надевать на себя. Ну, конечно, низ пока что выглядит вот так странновато, торчит. Вот, я еще буду заполнять вот эти вот пустоты некрасивые и чуть-чуть довязывать обвязку по низу. Так что держу в курсе. Сейчас буду показывать вам, как вязать лямочку. Итак, я провязала одну лямочку, померила, все отлично подходит. И давайте сейчас я покажу вам, как я ее вязала. С лицевой стороны, если у вас какие-то тут более красивые ровненькие квадратики, то есть вы определяете, где у вас лицевая сторона, где спинка. И присоединяем нить. Присоединяем так, чтобы у нас было 5 стежков, так скажем. То есть вот у нас серединка, ну буквально там, например, отступаем на одну петельку вправо, прицепляем нить и давайте будем набирать первый стежок еще на одну петельку вправо. Выводим вот таким образом ниточку. Потом вот там, где мы привязывали. На самом деле, конечно, можно просто привязать на пару. Я просто начала тут не очень правильно. От серединки на пару стежков вправо, чтобы у нас было в итоге 5 петель. Дальше еще одну через серединку. Центр. И еще 2, соответственно, с другой стороны от нашего центра. Итого у нас вот так на крючке 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Дальше по законам тунисского вязания мы провязываем 2, еще 2 и вот так вот попарно еще 2 и последние 2. Вот первый ряд. Дальше идем обратно, набираем через вот эти, не знаю, тут хорошо видно, через вот эти перемычки. Вот 1, 2
третья и кромочная. Через эти перемычки набираем снова также 4, точнее 5 петель. Раз, два, одна у нас была, 3, так, 4 и вот одна кромочная. Некоторые говорят, что кромочные лучше за 2 цеплять вот сбоку, но у меня так иначе затягивается, скручивается, мне не понравилось. Я просто за одну кромочную половинку, вот за последнюю цепляю. Вот у нас снова 5 петель на крючке, и мы опять попарно их закрываем. Процесс такой достаточно медитативно долгий, потому что вязание получается весьма плотненькое. Но результат мне нравится, как получилась лямочка. Вот видите? Собственно, тут как бы долго объяснять и не надо. Такой вот принцип. И вяжем таким образом лямочку той длины, которой вам подходит. У меня это, сейчас скажу вам, сколько у меня вышло, чтобы вы ориентировались. Допустим, вот здесь мы начали. Вот, примерно 26-27 сантиметров, в зависимости от того, как тянется. Ориентируйтесь так. 25, 26, 27 сантиметров длина лямочки. И, конечно, примеряйте. То есть какую-то отвязали, прикололи булавочкой или какими-то закрепочками, примерили на себя. Если все отлично, все, ну или делайте меньше или больше. Все, давайте вяжем лямочку до конца, и потом я покажу, как я ее стыковала. Итак, мы провязали лямку нужной нам длины, и дальше будем пришивать. Чтобы у нас наш шовчик, стежок был с внутренней стороны, а не с внешней, складываем лицо с лицом. Вот здесь лицо, лицо, то есть чтобы у нас шовчик был внутрь. Складываем таким образом. И точно так же у нашего уголка топика находим самый уголочек, который мы оставляли 2 воздушные петли в уголке. Отступаем вправо на 2 стежка, вставляем туда крючок и нашу оставшуюся петлю с лямки продеваем таким образом. Дальше мы вставляем крючок в следующую петельку топа, а у лямки мы продеваем вот здесь у нас вот эти перемычки, за которые мы новые петельки поднимали у лямки. Вот за нее цепляемся и проводим нашу вспомогательную нить через все эти петельки образованные. Дальше снова в серединку. Здесь цепляемся за следующую перемычку, цепляем нить, продеваем через все ниточки. И так еще 2 стежка. На самом деле это не супер критично, можете пришить как на глаз, как вам нравится. Можно это даже делать иглой с нитью, с этой. Ну, просто мне вот так вот понравилось. Как-то оно более так ровненько, что ли, получается. Все, 5 сделали петель и закрепили. У нас получился вот такой вот шовчик с внутренней стороны, а с внешней вот так выглядит. Вот таким образом. Все, дальше нить закрепляем, завязываем, уводим, как все
Кто как любит прятать ниточки. Значит, сделали финальную примерку, убедились, что лямочки одинаковые и вам подходят. Спрятали все кончики ниточек. Все, дальше переходим на обвязку низа. Как можно заметить, здесь немножко вот так вот узор, особенно когда не на столе расстелено, а именно на фигуре, очень заметно вот эти вот, как это назвать-то, валаны. Поэтому именно сейчас вот эту геометрию я буду исправлять, ну и просто обвязывать весь край полустолбиками без накида. Здесь буду столбики с накидом, столбики с двумя накидами и стараться вот выровнять вот это вот место. Сейчас попробуем вместе со мной это сделать. Так, сразу скажу, что здесь у меня идет долгая попытка, не совсем правильное вязание, которое я потом распущу и буду переделать, поэтому я все это сейчас промотаю и сразу начну с того, как я переделываю. Хотела уже сказать, ну вот все кончики спрятала и закончен топ, но в итоге все-таки смотрю, мне так не нравится вот эта нижняя часть. В общем, буду сейчас перевязывать, распускать и заново перевязывать вот именно вот этот низ. Итак, снимаем концовку мастер-класса заново. Прикрепляюсь вот в этом месте, просто завязала узелок. И до этого я вот так провязывала здесь столбики, чтобы это пустое место съесть. А сейчас я хочу его стянуть максимально. Поэтому я сейчас набираю, допустим, 3 воздушные петли. И присоединяюсь вот сюда. Соединительной петлей. Блин, мне на самом деле даже мастер-классом назвать это как-то сложно, потому что это просто какие-то мои пробы, которые я записывала. Помните, в предыдущем выпуске, где первая часть этого мастер-класса, я там рассказывала об ошибке вот именно вот этих треугольных частей, в том, что я кромочные эти не довязала как бы до конца. Именно поэтому здесь у меня такие выемки неправильные, которые я сейчас и пытаюсь как-то заполнить, исправить. И вот эти мучения, собственно, вам и показываю. А вообще, если вы свяжете эти треугольнички нормально, у вас будет просто ровный нормальный край, который можно спокойно обвязкой завершать. А дальше я что придумала? Я хочу сделать прям резинку шириной примерно 6 петель. Вот таким образом. Резинку крючком. Кто не знает, загуглите, как заютубьте, как делать резинку. Потому что, мне кажется, только она спасет вот этот нижний край более-менее, чтобы он, во-первых, как бы стягивался, а во-вторых, чтобы вот эту косину всю немножко как бы съестся за счет резинки широкой. Не быстро это, конечно, дело, обвязка крючком, резинкой. Это вообще очень долго. Поэтому я вот половинку пока что сделала. Примерно час прошел, чуть меньше. Ну что ж, вот и готов топик. Такая вот резинка, обвязка у него. В принципе, даже если он так что-то чуть-чуть топорщится, это как будто так задумано, так надо. Нормально, короче, выглядит. Мне очень нравится. Все, результат. Ну, еще плюс его постираю, заблокирую. Не знаю, как хлопок, как вообще податлив к ВТО или как. Итогом этого топа я очень довольна. По цвету он супер вписывается в мой гардероб. Еще бы заранее знать все вот эти ошибки, которые я сделала. Но зато после всех этих мучений топ для меня имеет особенную ценность. Но давайте же вернемся к пошиву этого розового платья. Ниточки подобрали, теперь заправляем машинку. Шпульный колпачок достаем и также меняем на цвет ниток, конечно же.
Если ниточек в цвет нет на шпульке, то наматываем заново цвет, который нам нужен. Начинаем платьицы и топики всегда с прошивания выточек. Значит, сейчас я их заколю булавочками и прошью на машинке. На конце делаем закрепку. Вообще вот этот уголок, кончик, самый важный, чтобы он был плавно, равномерно сходил на нет и в самый-самый кончик, так скажем, чтобы не было ступеньки. Делаем так со всеми выточками. У нас 2 детальки по 2 выточки. Также прошиваем первым делом лямочки. Я складываю просто пополам и прошиваю на, не знаю, миллиметров 5-7, в зависимости от того, какую толщину хотите в итоге получить. Обычно просто закалываю иголочками. Вот такие у нас полосочки получились. Здесь замыкается, потому что это будут лямочки с 2 сторон, которые завязываются в бантик. Поэтому мы кончики, уголки вот так вот подрезаем. Ну и просто лишнее убираем. И выворачиваем таким вот образом какой-нибудь палочкой. Аккуратненько, так вот, пропихивая, не торопясь. И есть разные еще другие приспособления, но в данном случае вот эта штука лучше всего подходит. У меня просто такая длинная палочка есть. Это от игрушки для кошки когда-то была. На кончике там была перышки какие-то. Потом я забрала у кошки для своих нужд такую палочку. Все, вот таким образом. Дальше мы будем эти полосочки отглаживать, чтобы они были ровненькие. Делаем так с остальными. Так, и сейчас мы идем, вот я вытащила гладильную доску, включила парогенератор. Сейчас мы пойдем отглаживать, во-первых, аккуратненько вот эти наши лямочки, которые мы только что вывернули. И также приглаживать выточки. Ну, по моей выкройке они лежат вниз, часто бывает вверх. Вообще так более правильно, но почему-то не знаю почему. Изначально, когда-то очень давно, когда я создала этот крой, я почему-то решила, что выточки вниз должны быть направлены. В общем, это не принципиально. И важный секретик. Когда мы будем потом прошивать вот это место, вырез угловой, для того, чтобы оно не рассыпалось, мы будем очень мелким стежком его прошивать и разрезать вот так немножко. Но это я потом подробнее расскажу. Очень важно это место проклеивать клеевой. Обычная клеевая, что там бывает? Обычно клеевые дублерины там разные толщины бывают, в зависимости, конечно, от того, какое платьице. Но я в основном беру самый-самый такой практически тоненький, прям вообще как паутиночка. Но он с одной стороны клеевой, с другой стороны нет. Это я в основном для платьев из штапеля, очень легких. Просто кусок ткани, и его нарезаю уже сама на такие мелкие квадратики. Сначала на полосочки, потом на квадратики. И вот у меня просто эти заготовки, потому что они мне очень часто бывают нужны, вот у меня лежат. Здесь чуть-чуть потолще такой дублерин. Смотрите, например,
для сравнения, если, да, вот такой капельки. А здесь уже видно, что он, ну, как тканевый, что ли, такой, какая-то структура у него. Тоже с одной стороны с клеем, другая сторона просто. И вот это место обязательно надо проклеивать у всех деталек. Что основа, что подклад, обязательно. Так что этим мы сейчас идем заниматься. Для того, чтобы грамотно отглаживать выточки, какие-то такие вещи, которые полукруглые, у меня есть такая подушечка, она уже очень старенькая, уже тут вся в остатках от клеевой. Вот так мы выкладываем сюда нашу выточку. И аккуратно, не сильно, не нужно слишком зажимать, иначе будут там залысины, слишком вмятины. Аккуратно, чуть-чуть. И остужаем. Есть тоже специальные деревяшечки, которые остужают. Ну, когда не слишком сильно горячо, то, в принципе, это можно рукой делать. Все, вот у нас аккуратная, красивая выточка. Так проделываем со всеми. И вот сейчас берем на наш уголок, собственно, от чего у меня вот здесь вот это пятнышко, мы берем, кладем изнанкой, естественно, кверху, вот где у нас изнаночные. Берем наш квадратик клеевой, определяем ручками, где, с какой стороны клей. Очень важно, чтобы к утюгу, да, не приклеить. Все. И точно так же паром аккуратно приклеиваем. Дальше мы аккуратно так отдираем. И чтобы точно хорошо нам видеть серединку, я вот так вот складываю и лишнее подрезаю этот уголочек. Ну, чтобы вот он так был. Когда уже мы будем шить, мы будем по этому уголку ориентироваться и точно знать. Все. И еще раз финально, чтобы точно наша паутинка приклеилась хорошо. Проверяйте, чтобы она в самый неподходящий момент не оторвалась, потому что она нам нужна для крепости этого узла швейного. Все, готово. Вторую детальку точно так же. Так, как мы отглаживаем вот эти полосочки? Здесь очень важно распрямить место шва. И некоторые ткани, вот как эта, она очень шершавая, она с друг другом не елозит. Короче, это сделать тяжело. Я немножечко мочу руки, чтобы легче руки цеплялись за ткань. И тогда уже проще это место как раз расправить. Как бы тут вроде бы все логично, тем не менее. В общем, вот так. Естественно, отглаживаем так, чтобы этот шов чуть-чуть залазил на одну сторону, да? Получается, это как бы изнаночная сторона. А с лицевой, чтобы было все идеально ровненько, без каких-либо шовчиков. Буквально на 1 миллиметрик делаем перекос вот на одну сторону. Все, вот наша лямочка одна готова. Таким же образом делаем с оставшимися. Так, следующим шагом мы будем соединять боковые швы у деталек вот переда и зада. И для этого нам нужна машинка оверлок. Сейчас я заправлю ниточки в нее, 4 катушки, и покажу, как пришивать. Итак, мы берем одну детальку переда вот с выточками, одну детальку спинки. Складываем лицо с лицом. И прикалываем булавочками по бокам. Все, и прошиваем по вот этому шву на оверлоке. Вот такая строчка у нас получилась. Так, а дальше мы снова перемещаемся на швейную машинку.
И прошиваем еще раз эти же швы, но уже на сантиметр от края, то есть здесь дополнительно будет строчка. Пока на этом я остановлюсь, потому что уже час ночи, пора спать. Дальше продолжим шить завтра утром. Как ты смеешь мне приказывать? Да еще и по-французски. Я его выдумывал, шутки ради. Бусечки, ну вот как так можно вообще? Интересная футболочка. А ты в курсе? Друзья, всем доброе утречко. Я, по-моему, очень самонадеянно сказала пару дней назад о том, что вот по плану у меня сесть, дошить полностью платье, еще и полностью снимаю для вас процесс и рассказываю, что там как. Прошло 2 дня, я все еще не дошила платье. И, по идее, сегодня вторник. Я должна как бы выкладывать влог. Но у меня еще даже не начат влог. И еще сегодня мне нужно, как бы, по идее, закончить это платье, чтобы это как-то логично вписалось во влог. Не хочу его как-то переносить на следующий. Нужно закончить. Там осталось немножечко. Ну, как немножечко, на самом деле, половина платья. Но в любом случае, я надеюсь, сейчас это за пару часов. Окей, снова самонадеянно. Ладно, давайте заложим 4 часа, так, с запасом. Я дошью и досниму для вас пошив этого платья розового, красивого, из муслина. И дальше уже сяду монтировать видео. И пусть я на день позже выложу в свой влог, но зато он будет качественный, нормально сделанный, как-то логически выстроенный. Вот, так что надеюсь на ваше понимание. И пойдемте дошивать платье уже это. Хотела сегодня днем пошить, а у нас опять какая-то мрачность, дождь, не знаю. Снова темно приходится при электрическом освещении. Некрасиво. Ну что поделать? Так, у нас 2 детальки. Одна внешняя, одна подкладочная. И сейчас мы будем делать что? Сейчас я поставлю на штатив и покажу. Значит так. Мы берем одну половинку, выворачиваем. Во-первых, изначально надо было помечать, какая лицевая, какая подкладочная. Вот, но у меня они абсолютно одинаковые, обе все ровные, поэтому это не имеет значения. Итак, ваша лицевая деталька лежит вот так. Подкладочную мы выворачиваем и вставляем внутрь. И по вот этому верхнему шву, верхнему срезу выравниваем и соединяем булавочками. То есть вот у нас для лямочек места. Швы я всегда у лицевой направляю от выточек, а у подклада пускай будет на выточку, то есть таким образом в разные стороны шовчики, чтобы не было здесь дополнительной большой толщины. Точно так же здесь. Также соединяем спинку. И чтобы у нас все выворачивалось ровненько, чтобы шовчик был чуть-чуть с нахлестом как бы на изнанку, а не топорщился, нам нужно прошивать так, чтобы вот здесь изнаночная, которая вот это внутри, которую мы вкладывали, чтобы она на миллиметрик высовывалась. Когда мы будем прошивать, просто я за этим буду следить. Сейчас мы берем наши лямочки, уже отглаженные, подготовленные. Выбираем, чтобы шовчик, вот этот стык, был к подмышке. И вставляем вон туда внутрь. Также следите за тем, чтобы лямочка внутри шла параллельно ровно, а не как-то вот так криво в бок или еще куда. Если ткань скользкая, например, какой-то шелк, атлас, то я даже вот в этом месте
Закрепляю дополнительно, чтобы вот она шла, наша лямочка, будет тоненький рулик или широкая полосочка, как у нас в данном случае, чтобы она никуда не съехала, и мы ровно все пришили. Так, делаем так со всеми лямочками, и дальше я покажу уже, как все это прошивать. Я сейчас поняла, что сделала косяк. Помните, когда мы отглаживали вот эти лямочки, чтобы у нас был перекос немножечко в одну сторону, нужно было у двух лямок делать в одну сторону, а в двух лямок делать в другую сторону. В зеркальном отражении. Чтобы у нас лямочки были швом к подмышке, а на лице у нас был не вот такой вот шовчик, а вот его не было бы видно. То есть чуть-чуть на миллиметрик вот этот перекат сейчас переглажу. Так, вот таким образом я тут расчертила мелком, пометила. То есть внутри здесь проходят у нас лямочки, как спереди. Точно так же сзади, вот сюда примерно вы их выставляете, эти лямочки, боковинки, вот сюда-сюда. Все закрепили, все булавочками. Все, теперь на машинку и просто в круг, по кругу отстрачивая, делая так, чтобы задняя вот эта изнаночная сторона чуть-чуть вытопыривалась на миллиметрик, для того, чтобы был потом в шве перекат на изнанку. Как мы шьем уголочек вот здесь. Мы доходим примерно вот до сюда, ставим размер именно стежка просто максимально маленький, 1,5–1 миллиметр, супер маленький. И здесь вот идем до этой линии, я здесь расчертила, можете карандашком или вот исчезающим маркером. Доходите до уголка, разворачиваетесь, снова вот этим мелким самым стежком идете дальше, а потом включаете свой обычный стежок, там 2,2, 2,4, и дальше продолжаете шить. Для того, чтобы в самом-самом уголке был супер маленький стежок, чтобы у нас ничего не развалилось, когда мы будем рассечку делать ножницами вот здесь, чтобы у нас выворачивался уголок красиво. Ставлю очень маленький стежок. Вот смотрите, какой он меленький-меленький стал. Вот, дошли. Разворачиваем вот так. Не забывайте иголку, естественно, оставлять внизу, в нижнем положении, прежде чем лапку поднимать. Здесь немножко расправляем. Вставляем нахлёст вот здесь 1 миллиметрик. Прошиваем немножечко. И все, и возвращаем обратно. Обычные широкие стежки. И аккуратненько идем дальше. Проложили шов по контуру проймы, да. Здесь сделали рассечку, не доходя миллиметрик до уголка. Здесь подрезали торчащие какие-то уголки, аккуратненько вот так сгладили, подрезали, чтобы ничего лишнего не оставалось здесь тоже. И сейчас на оверлоке вот этот весь шов прошиваем. В этом месте вот так расправляем, чтобы в одну линию было. И проходимся. Смотрите внимательно, чтобы оверлок не зашел дальше, чем ваша линия. Вот эти вот засечки показывают, где у нас шов иголки проходит. То есть одна иголка и вторая. Так вот, смотрите, чтобы просто эта метка не заходила дальше. Вот сюда вот. Вот, мы обработали все края. На вот этом нашей рассечке рассекаем, потому что иначе будет этот шов тянуться. Здесь ничего страшного, что такие ниточки. Дальше мы выворачиваем и проверяем все наши лямочки, чтобы нигде ничего там не заживалось, что у нас ровненько все пришито получилось. Дальше мы расправляем вот эти сшитые наши детали, то есть одно это изнанка, одно лицо. Помечаем специально себе, где у нас изнанка. Я вот крестиком помечала мыльцем ту часть, чтобы потом не спутать. Именно здесь вот это у меня изнанка, это лицо.
Ну, то есть изнанка, это в смысле подклад, это основа, внешняя лицевая часть. Вот сюда именно у нас заходит наизнанку вот этот шовчик на лямках. И прокладываем шовчик закрепительный, который мы только что вот прошивали. Его заворачиваем наизнанку. И здесь 0,1 мм прошиваем вот эту закрепительную отстрочку, чтобы потом, когда при выворачивании на лице у нас не было видно никаких шовчиков. Прокладываем строчку. Когда мы дошли до лямочки, мы просто делаем закрепку, несколько раз туда-обратно иглой. Все, обрезаем нить и дальше переходим на следующий отсек. Всего их будет 4, то есть это спинка, одна пройма, перед и другая пройма. То есть 4 раза закрепочками. То есть мы здесь останавливаемся и новый шовчик закрепочный тоже начинаем сначала с закрепки, проходим, снова закрепка. Вот мы все прошили, и еще один маленький секретик. Вот такие вот ниточки, когда обрезаете, всегда обрезайте сначала с лицевой стороны, аккуратненько. Но даже когда так аккуратно, чисто обрезаешь, все равно вот эти вот малюсенькие кончики, пупырочки торчат. Только потом эти же ниточки обрезайте с изнанки, чуть-чуть за них потянув. Как раз вот эти торчащие ниточки, они выводятся, так скажем, на изнанку. И уже на изнанке можно не прям под корень, а чуть-чуть оставляя кончики, обрезать, чтобы обратно сюда не вылезли вот эти вот малюсенькие кончики. Вывернули наш топик. Получается, вот здесь у нас изнанка с закрепительным швом. А здесь у нас вот так все идеально ровненько и красиво. Здесь у нас лямочки. После того, как мы отгладим эту часть, можно завязывать бантики. Все, сейчас начнем работать с нижней частью, собственно, платья. Изнанку, вот этот подкладочный слой, можно сразу просто по контуру, по низу обработать на верлаке. С этим мы ничего делать не будем. А вот к этой лицевой части мы будем пришивать сейчас сюда воланы. Так, сразу отгладим, чтобы зафиксировать все швы. Конечно же, мы гладим с изнаночной стороны. Соответственно, вот наш подклад, это лицевая сторона выточки сюда, как у нас здесь в шве. Это сразу заметно. А на подкладе, который мы вот уже обработали, низ на верлаке, шов отглаживается на выточку. Потом складываем так, что у нас изнанка с этой стороны, шовчик закрепительный здесь, и отглаживаем вот так по шву, по всему контуру. Я отгладила и завязала сразу бантики на лямках. Вот такой вот верх платья. На самом деле можно и как топик носить, прикольно выглядит. Сейчас буду делать воланы. Соединяем наши вырезанные полоски воланов. Вот здесь у меня уже один соединен. Точно так же сначала на оверлоке, а потом проложим дополнительную строчку, еще одну для крепости шва. Дальше у наших воланов делаем разметку обязательно перед, зад и по бокам, боковинки. То есть 4 этих метки обязательно должны быть. И сейчас от боковинки до боковинки будем прокладывать вспомогательный шов,
чтобы сделать сборку. Шов на самый максимально большой ход стежка, чтобы потом стянуть и сделать сборку. Хвостики старайтесь оставлять подлиннее, чтобы потом было удобно их затягивать. Вот мы одну половинку проложили шов. У меня 5 миллиметров ширина стежка. Сейчас вот до отметки. Сейчас дальше проложим вторую половинку и также оставьте кончик. Значит, дальше берем наш готовый верх, вставляем его внутрь нашего подготовленных воланов. Видим, что вот это у нас это спинка сзади, то есть не передом, вот к спинке. Все, и стыкуем нашу серединку зада воланов с серединкой зада на верхней части. То же самое по боковым меткам соединяем, ну и соответственно засовываем внутрь и соединяем по передней метке. Теперь, когда у нас вот так по контуру скреплены контрольные метки, теперь мы берем там, где у нас вот такие кончики остались, в двух местах мы их оставляли, подтягиваем нить таким образом, чтобы она здесь равномерно присборилась и легла вот в это расстояние, и так со всех сторон по кругу. Ну а дальше мы пришиваем наши воланы к основной детали, аккуратненько разравнивая вот так. Затем этот шов обрабатываем на верлаке. Пока я прошиваю вот здесь на верлаке вот эту линию, которая у нас стягивает, вспомогательная, вот она, я ее подрезаю вот так и дальше подтягиваю, и так периодически подрезаю эту ниточку, чтобы она не стягивала наше полотно. Точно таким же образом мы повторяем и второй волан. Итак, я пришила второй волан и обработала самый низ изделия просто на оверлоке. И сейчас мы будем подгибать его вот таким образом и прошивать по вот этой лицевой стороне на 1 мм на обычной швейной машинке. Именно для прошивания такой мелкой подгибки я люблю вот такую лапку, она лучше скользит, поэтому я меняю лапку. В принципе, на обычные как бы ничего страшного, просто мне с этой удобнее. Вот таким образом, просто подгибая на один раз, прошиваем на миллиметр или два от края. Ну а теперь финальное отглаживание, и платьице готово. Отглаживаем боковые вот такие швы и низ изделия. Вот платьице и готово. Завтра нормально при освещении красивенько сфотографировать, сниму. А сейчас, наконец-то, я могу сесть монтировать этот влог. Ну что же, я готова наконец-то показать это замечательное платье зефирку. Вот такое пышненькое. Вот такая вот милота с прелестными просто бантиками. На завязочках можно регулировать таким образом лямочки, более свободные или повыше, как вам нравится, и в зависимости от вашего роста. Это вот платьишко для Саши, надеюсь, оно ей очень понравится. Вставлю сюда еще немножечко подсъемов, как я в нем выгляжу. На себе, к сожалению, показать не могу, потому что Саша очень миниатюрная, на меня это не налезет. Вот такой вот муслин хлопковый, плюс воланы. Это такая воздушность. Особенно приятно, что Саша выбрала именно такой яркий цвет, потому что обычно она любит очень монохромные, очень сдержанные оттенки. Тут говорит мне: все, Даш, хочу что-то яркое. Так что я очень рада, что будет мое платье у нее таким акцентно ярким. Надеюсь, Саша еще успеет поносить его этим летом. Ну что же, вот такой вот длинный влог у меня снова получился. Мне на самом деле очень нравится эта тенденция. Больше часа. Раньше я никак не могла этого сделать. Ну, то есть, получается, вообще это просто вторая часть влога, а следующий влог уже будет через пару дней. Ну, конечно же, его не будет, потому что я ничего больше не снимала и сидела только и монтировала всю эту неделю.
А если вы хотите всегда быть в курсе моих дел и новостей, то подписывайтесь на мой телеграм-канал или сюда. Нас там уже 400 человек, растем с каждым днем. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно ставьте палец вверх, если вам понравилось это видео. Не забывайте писать комментарии, я все их читаю. Ну а мы будем прощаться. Я думаю, примерно через неделю мы снова увидимся. Не факт, что это будет влог, может быть, какое-то другое видео. Идей у меня полно, так что не переживайте. Всем хорошего дня, всех целую, пока-пока.